90% игроков, прошедших Tainted Grail, на самом деле понятия не имеют, о чем эта игра. И дело не в том, что они невнимательны или глупы, просто без знания мифов и легенд этот лор невозможно выкупить, даже если он лежит у вас перед глазами. Но не волнуйтесь, я все разберу и покажу, а сегодня вы узнаете, что было на Авалоне до прибытия людей и о первом восстании короля Артура еще на земле отцов. Интересно? Ну еще бы, ведь об этом прямо нигде не говорится, поэтому жмякайте на лайк, берите вкусняшки и открывайте форточки. Вселенная Оскверненного Грааля разбита на несколько эпох. Эпоха легенд, эпоха завоеваний, падение Авалона и конец времен или эпоха Последнего Рыцаря. В эпоху легенд люди бегут с материка на загадочный остров Авалон, где начинают основывать цивилизацию. В эпоху завоеваний начинается война за выживание с местными аборигенами, дабы эту цивилизацию сохранить. Падение Авалона — это действие сюжета игры, где мы видим, как все, что люди ранее строили, рушится. Ну а конец времен, очевидно, закат серии. Но вся эта временная градация родилась не сама по себе, ведь легенда о короле Артуре в своей полноте переживала те же самые эпохи. Сначала легенды были просто эпосом похождений некого Артура в древних валлийских повестях. Ну, как, например, Геракл в Древней Греции, он ходил там и убивал всяких фэнтезийных чудищ. Позднее один священник, думая, что валлийцы описывают существовавшую в действительности фигуру, вносит его имя в потомки королей Британии, приписывая ранее совершенные фантастические подвиги. История о мифическом короле быстро набирает популярность и доходит аж до Франции времен рыцарства, где поэты тех лет начинают сочинять и добавлять в историю Артура рыцарей круглого стола. А под итог один шизанутый заключенный собирает воедино и валлийские мифы, и житие этого якобы короля, и все баллады о рыцарях круглого стола, приправляя всю эту историю христианскими мотивами, дополняя фольклором уже чисто ради хайпа. Так рождается книга «Смерть короля Артура», что многими считается за канон. Понимаю, сейчас вам кажется, что данная аналогия слишком уж посредственна. Подумаешь, там 4 эпохи игры, 4 эволюционных ступени легенды. Кроме цифры 4 у них, кажется, вообще ничего общего. Но постепенно углубляясь в детали, в последующих частях вы почувствуете, как филигранно это перекликается с лором, как знание легенд приоткрывает перед вами завесу тайны и отвечает на сюжетные вопросы и недосказанности. Но с чего начинается сама история Tainted Grail? С эпохи легенд, упомянутой ранее? Нет, с того, что было до нее, ведь история короля Артура берет начало еще задолго до его рождения. Глава 1. Авалон и принц Туатана. Чтобы понять основную зарубу сюжета, нужно понять, что такое есть Авалон. Игра нам говорит, что это просто остров, на который люди бежали от чумы. Но это не просто остров, который находится где-то там в океане и на который можно просто так приплыть. Это межмирье, своеобразный фэнтезийный космопорт, на котором расположены бреши и двери в другие миры и вселенные. Сам Авалон покрыт густым туманом, который называется марью или вирдностью. Как вы знаете, это необычный туман, он может сводить с ума, материализовывать страхи, влиять на органику, провоцируя всякие мутации. В этом тумане и находятся бреши в иные реальности, то есть вирдность — это некий связующий между ними проводник, чистая энергия, грубо говоря, то, на чем и работает наш импровизированный космопорт. На Авалон время от времени из этих брешей вываливаются разные существа, однако в живых остаются лишь те, кто может приспособиться к жизни на острове. Одними из таких существ были предтечи, громадные четырехрукие создания, что прибыли из мира под названием Туатан. Да, вы не ослышались, предтечи не были первыми на Авалоне, как может показаться. До них, как минимум, уже населяли остров Огры, Витцы, Реморы. Это из тех, что были показаны в игре. Реморов, кстати, предтечи подчинили себе сразу, и мелкий народец стал выполнять роль мальчиков на побегушках. Огров предтечи чуть ли не истребили в войне, создав им на замену великанов, более прокачанную версию Огров, чтобы те выполняли роль подъемных кранов и отстраивали гигантские города для своих хозяев. Четырехрукие не только приспособились к туману и поработили местных, но и смогли его обуздать. Подобно богам они творили материю из тумана одной лишь силой мысли. В вирдности их жизнь не имела срока, силы не кончались, и марь буквально изолировала предтечь от мирских нужд. Но за такое могущество, как и полагается, приходится платить, ведь туман реагирует на ваши эмоции, а значит, их придется лишиться. Вот и предтечи, лишенные как горя, так и счастья, просто
просто стали существовать на Авалоне. И здесь сценаристы нам не объясняют, зачем этот народ вообще обживал остров. Из деталей далее мы поймем, что доступ в родной мир у предтеч был. Они могли возвращаться в Туатан и обратно. Поэтому тут легче представить предтеч как неких пограничников, а Авалон их своеобразной вахтой, наверное. Так или иначе, четырехрукое племя полубогов построило на острове целую цивилизацию, и все у них было хорошо. До поры до времени, ведь все меняется с появлением дамы, а конкретнее белой дамы. Так зовут правительницу племени предтеч. Она любила заглядывать в бреши Мари и наблюдать за иными мирами, в которые эти бреши вели. И вот попался ей как-то на глаза мир людей. Белая королева начинает наблюдать за жизнью смертных и приходит в восторг. Она видит, что у людей есть радость, горе, счастье, надежда, боль, любовь, одним словом, их эмоции открывают богине глаза. Без них жизнь будто бы не являлась жизнью. Но было и чувство, которое белая дама вообще никак не могла себе вообразить. Чувство материнства. Понимаете, предтечи первозданны, и они не размножаются привычным нам способом. Тогда королева авалонцев обратилась к некому ткачу, предтече, который специализируется на сотворении материи из сгустков тумана, с просьбой сотворить ей сына, принца из Мари. Ткач никогда не плел жизни, для него это было, сродни с невозможным. Тогда белая дама пожертвовала частичкой своей души, чтобы в итоге задуманное осуществилось. Она познала радость материнства, и у нее появился сын, принц ее народа. Шло время, и новосотворенный предтеча, подобно матери, приобщился созерцать за людьми. Он все старался понять, откуда в них столько чувств и эмоций, и пришел к выводу, что тому виной людская смертность, то, чего предтечи лишены. Тогда принц сотворил мингиры, свечеподобные гигантские изваяния, чтобы те своим светом разгоняли марь и сделали всех авалонцев предтеч смертными. Ведь, как мы понимаем, без тумана четырехрукие гиганты теряют свои силы. Он хотел таким образом разделить радость новоприобретенной смертности со своим народом. Но его соплеменникам такая идея не очень-то понравилась, и принц был за это казнен. Белая дама с утратой сына познала скорбь и вскоре тоже распрощалась с жизнью. И тут есть нюанс. Механически первозданные предтечи после гибели отправляются в Туатан, их родной мир, как мы помним. Однако королева-мать лишилась части своей души, отдав ее на сотворение сына, от чего ее нутро уже не было полноценным. До кучи она познала и эмоции настолько сильные, что туман их утрировал, разбив остаток души белой дамы на аспект материнства, параматерь, и аспект скорби, кровоточащее сердце чумы. Аспект материнства стал скитаться по острову, жалобно окликая своего сына, а аспект скорби начал принца оплакивать, параллельно виня людей в соблазне, что привел к такому печальному исходу. Слезы аспекта скорби легли проклятием на весь людской род, породив красную чуму в их мире. И пока душа белой дамы раздроблена на 3 части, механически в Туатан она отправиться не сможет, а красная смерть, соответственно, не угаснет. Как говорится, сидела женщина, скучала. Забавно, что хоть и предтечи существа бесполые, их королева все-таки пол имеет. Но это не потому, что у них там матриархат или еще что похуже. Женский образ во многих легендах и балладах — это символический катализатор хаоса. Вспомните Адама и Еву, Илиаду Гомера. Все идет по одному месту, когда в сюжете появляется женщина. Вот и в легендах о короле Артуре рыцари посвящали свои подвиги разным дамам, как символу перемен. Романтика была в том, что рыцарь — это строгий воин, который живет по кодексу чести, то есть ограниченный некими рамками и обетами. Но при этом он посвящал свои деяния тому, что находится за этими рамками и может меняться, то есть хаосу, символизмом которого и был женский лик. Именно на этом противоречии и построены подвиги, а вся эта любовь до гроба просто литературный романтический прием. Теперь-то вы понимаете, насколько глубокий образ белой дамы. С нее все начинается, и к ней все стремится. По сути, вся вселенная игры — это огромный подвиг во имя ее, за рамками основного сюжета, конечно. Но что будет с предтечей, который был сотворен из Мари, принцем, в которого вдохнули 3-й осколок души белой дамы и казнили? Он ведь не первозданный, по логике в Туатан ему дорога изначально закрыта. Поэтому туман определил душу принца предтечь в ближайший, более родственный ему мир, в мир людей, что он так долго созерцал и на которых хотел бы
быть похожим, и душа принца Предтечи вселилась в Артура, на тот момент находящегося еще в утробе своей матери, как бы делая принца людей уже ключом, отпирающим двери для входа на этот загадочный остров. Всю эту историю по кусочкам можно собрать из основного сюжета, и уверен, многие из вас ее уже слышали. Но что происходило в мире людей? Кто такие друиды, долриатцы, как именно Артур собрал их в единую армию и приплыл на остров? Мне есть что вам рассказать об этом периоде, и готов поспорить, много из этого вы не знали. Глава 2. Империя смертных. Родиной людей является материк, что называют землями отцов. На нем расположено королевство Камлан, так называется отчизна короля Артура, наследником трона которой он и являлся. По сути своей разные названия Камлан, Камелот, Корлеон в контексте оригинальных легенд это вообще-то одно и то же, просто в разных легендах названо оно по-разному и лишь изредка разделено. Авторы игры взяли наиболее древний вариант Камелота из легенды, дабы назвать им первородное королевство Артура, что по-своему логично. Камланом правит династия Пендрагонов, семья нашего принца. И тут я сразу себя, наверное, поправлю, ведь королевством называть Камлан в оскверненном Граале не совсем корректно. Ведь сам Артур в диалогах, да и в текстах как игры, так и настолки, его называют империей Пендрагонов. И по сути нынешний Артур своего рода уже император, а не король. Но это если прям до слов докапываться. На самом же деле статус империи, последующая архитектура на острове, да и красные цвета знамен в игре нужны только для того, чтобы отсылать нас на приход Рима в Британию, историческое событие. Это сделано для фанатов исторической теории о том, что прототипом короля Артура мог служить римский военачальник Артурус. Но это если вы, конечно, шисы думаете, что Артур реально существовал как историческая фигура. Тут, пожалуйста, не путайте, мы говорим про легенды и романы, и такой вопрос здесь не поднимается от слова совсем, так как эволюция образа в легенде не то же самое, что житие определенного человека. Это важно и нужно учитывать. Возвращаясь к игре, империя Камлан не единственное государство материка, как можно подумать. На нем есть дикие земли, например, откуда пришли варвары-долриатцы. Долриатцы, как их описывает сам Артур, это люди, живущие только войной и не приспособленные к мирной жизни. Вряд ли такое впечатление он сложил о племенах, если бы те изначально были закадычными друзьями его королевства. Скорее всего, воинственные племена познались им ввиду многочисленных набегов на мирные селения, ведь от дикарей веет явно скандинавским вайбиком, и трудно представить, как бы они уживались в рыцарских городах, как цыгане, простите. Если вспомнить, то Артур после победы над отцом-оленем в третьем акте говорил, мол, еще на материке он боролся с языческими культами долриатцев и их богами, что делает дикарей открытыми язычниками, уж никак не вписывающимися в догмы Камлана. Но да ладно, помимо диких земель материк делили десятки и других королевств и княжеств. Например, королевство Аквилея, с которым империя Пендрагонов вела войну. Хоть война была и долгой, и кровопролитной, по итогу государства пришли к миру, заключив брачный союз между королем Аквилеи и феей Морганой. Это принцесса Камлана и старшая сестра Артура. Кстати, по итогу этого союза сын короля Аквилы Клаудин должен был быть крещен в рыцаре круглого стола, но этого не случилось, позже узнаете почему. Сейчас же важно другое. Наличие желающих вступить в свиту круглого стола еще на материке отцов в момент войны с другими государствами нам говорит о том, что круглый стол был основан отцом Артура, а не самим королем былого и грядущего. Почему это важно и почему можно было предполагать обратное? Если мы прислушаемся к словам местного краеведа в Рогах Юга в музее Сьюла Первонога, то он вскользь упомянет очень интересную деталь. Гербом империи Пендрагонов и королевской семьи был медведь с короной на голове. Обратив внимание на современные флаги острова, чего-то подобного мы на них не увидим. Ведь сейчас на гербе красуется круг и меч, где круг очевидно круглый стол и одновременно корона, количество зубцов которой соотносится с количеством рыцарей круглого стола, что как бы символизирует равенство правления, а меч Экскалибур — символ воинского братства и силы. Так как навершие меча совпадает с порядком зубцов на короне, оно явно отсылает
наталкивает нас еще и на тройку известнейших рыцарей из оригинальных легенд, которые нашли по итогу Святой Грааль. Это Борс, Персиваль и Галахад. Но нас интересует не символизм, а вывод. Король Артур отказался от наследования собственной геральдики, а если круглый стол существовал до прибытия на остров и с его основанием смена герба никак не связана, что послужило причиной смены государственного герба? Ответ я дам чуть-чуть позднее, потому что, думаю, чувствуете, как плотность событий начинает нарастать, а я ведь упомянул только пару персонажей. Дальше их будет еще больше. Описание затронет семью короля Артура, генеалогическое дерево которого в оригинале выглядит вот так вот ужасно. Все эти узы будут еще и перемешаны в самом лоре, поэтому, чтобы передохнуть и не запутаться, я вам расскажу, пожалуй, небольшую сказку. Итак, жил-да был одинокий король, властный и не привыкший к отказам. На одном из пиров он увидел женщину, чья красота лишила его всякого покоя. Но вот беда, красотка уже была замужем за его верным вассалом, и у них была даже дочь, которую звали Моргана. Отказав правителю в симпатии, дама вместе с мужем устремляются в свой замок Тинтагель после пиршества. Но король не стал мириться с судьбой, он собрал войско и осадил их крепость. Стены Тинтагеля были крепки, и штурм затянулся. Тогда из теней вышел колдун Мерлин. Волшебник предложил сделку. Он придаст королю облик того самого вассала, мужа его возлюбленной, чтобы правитель смог войти в замок и возлечь с желанной дамой. Но взамен король должен будет отдать своего первенца Мерлину в качестве платы. Король, ослепленный страстью, согласился. И пока настоящий муж погибал под стенами собственного замка, король-оборотень зачал наследника в покоях его жены. Позже вдова была вынуждена выйти замуж за обманщика, и на свет появился Артур. Мерлин явился за платой в ту же ночь и забрал младенца, но не стал растить его сам. Чтобы будущий король не привыкал к роскоши и с детства знал цену стали, колдун отдал Артура в семью сэра Эктора, сурового и честного рыцаря. Хоть у этого рыцаря и был свой собственный сын по имени Кей, он не смел возражать колдуну. Именно в его доме, вдали от дворцовых интриг, Артур рос как простой воин, бок о бок со своим названным братом Кеем. Они росли как родные, даже не подозревая, что на одном из них лежит клеймо чужой сделки и великой судьбы. Из краткого описания рождения Артура мы делаем вывод. У его матери было два брака. От первого старшая сводная сестра Артура фея Моргана. От второго брака сам принц. Его брат Кей — это просто типок из приемной семьи сэра Эктора. В оскверненном Граале же эти узы несколько видоизменяются. Во-первых, фея Моргана, как и говорил ранее, выходит замуж за короля Аквилу, у которого уже был сын на тот момент от предыдущего брака, но тот, который так и не станет рыцарем круглого стола. Клаудин — это мой пламенный привет фанатам настолки. Сэр Эктор перестанет фигурировать в истории как приемный отец Артура и станет называться сэром Эстером, а вот его сын Кей вместо названного брата внезапно становится сестрой короля Артура по имени Кай. И не просто сестрой, а единоутробной сестрой. Отчего душа принца Предтечи отчасти касается и ее, пикируя с Авалона в царство людей. Именно по этой причине, когда Артур и Кай подрастают, они начинают слышать голос в голове, что зовет их на загадочный остров Авалон. Не понимая, откуда голос взялся, почему кажется им знакомым, они решают никому об этом не рассказывать, чтобы не подумали, мол, отпрыски короля двинулись кукухой. Этот зов, как можно догадаться, принадлежал уже знакомому нам аспекту материнства из первой главы, что окликал своего погибшего сына с таинственного острова. Но кем в этой истории является Мерлин, колдун, упомянутый в сказке? В оригинальных легендах это придворный маг и советник короны, чуть ли не единственный знающий волшебство человек. Он является не только опекуном Артура по праву неожиданности, но и учителем магии для старшей сестры принца, феи Морганы, а также обучал еще одну свою приемную дочь, деву Немуэ. Эта троица фигурирует и в нашей игре, относясь к здешним магам-друидам. Но кто это такие? Если коротко описывать, то друиды — это своеобразные маги крови, которые используют человеческую жизнь в обмен на силы природы. Для них человек — это ресурс, энергия для обмена. Большинство обрядов друидов подразумевает либо жертвоприношения, либо языческие шабаши в лесах у своих акромолехов и испитие разного рода алкогольных снадобий. К тому же они невыносимые душнилы,
смелый, со своеобразным юмором. Уверен, на земле отцов такие ребята были бы душой любой компании. Но, конечно же, нет. Их боялись, они подвергались гонениям. Друид был синонимом персоны нон-грата, статус, преследовавший их с земли отцов вплоть до полного истребления уже на острове. И ведь это только мужская часть общества, самая безобидная его часть. Да, друидами назывались только мужчины, ведь чтобы овладеть их силой, нужно было пройти обряд посвящения, а для женщины он заканчивался в 95% случаев либо летальным исходом, либо превращением в неупокоенный дух природы – дриаду. Конечно, малый процент женщин проходили обряд, после чего они становились уже бандруи – это женщины со способностями друидов. Однако все упомянутые бандруи в игре имели в себе такие заскоки, что больше походили на ворожей или ведьм по духу. Артур также упомянет, что Моргана обучалась друидской магии, но после отошла от нее, создав свою собственную. И здесь предполагается, что Моргана создала некромантию, и всем ходячим мертвякам на острове мы будем обязаны именно ей. Но упоминания о том, что Моргана именно бандруи, нет. Прошла ли она обряд, остается загадкой. Разобрав фракции, семью короля и политическую карту, если это можно так назвать, мы можем продолжить сюжет. Глава 3. Времена отчаяния. Как и говорил ранее, слезы кровоточащего сердца Белой Дамы или же аспекта скорби отравили мир людей проклятием красной чумы. Ее эпидемия на земле отцов породила настоящее бедствие. Зараженные люди спустя несколько этапов развития болезни в пылу агонии превращались в уродливые мясные тела, которые, движимые яростным безумием, наводняли центры эпидемии. Дабы бороться с этой чумой, сестрой Артура Кай был созван Орден Красных Колпаков, пока образно назовем его так. Ряды этого ордена пополнялись людьми науки, врачевателями и учеными. Так был выявлен способ передачи болезни посредством укуса и воздушно-капельный путь заразы, что позволило на ранних этапах ограничивать зараженные области, выявляя первые симптомы, создавая карантин. Такая мера пусть и не остановила чуму, но позволила человечеству выиграть для себя немного времени. Копаясь в записях Красных Братьев, я, имея медицинское образование, лично кайфанул от того, какие термины и нюансы в них поднимаются. Видно, что с текстом очень сильно поработали, их заметки граничили с средневековым кровопусканием и идеями трансгуманизма. Смесь достаточно забавная и гремучая. Здесь я выражаю свой респект сценаристам, но что-то я отвлекся. Помните, что сестру Артура также затронула душа предтечи, которая вселилась в принца, после чего их с братом начал донимать псевдоматеринский голос. Так вот, саму Кай с появлением Красной Смерти стали мучить еще и кошмарные видения, в проблеске которых ее тянуло к какому-то месту доселе невиданному. Дабы потворствовать жажде его найти, Кай просит у двора собрать экспедицию, что пойдет в центр развития болезни. Большинство дворян, конечно, очень скептически отнеслись к бредовому желанию юной принцессы и отказались выделять людей и средства на самоубийственный поход. И только сэр Эстер, один из рыцарей короля, прислушался к ее мольбам. Да, тот самый ранее упомянутый аналог сэра Эктора. Собрав экспедицию из Красных Колпаков и рыцарей, Кай и Эстер отправляются на поиски места из видений и достигают искомого. Это было кровоточащее сердце Белой Дамы. Видя разрушительную силу первоисточника чумы, Кай поняла, что человечество обречено и земля отцов будет потеряна навсегда. Единственный путь к спасению, что она придумывает, это плыть в сторону голоса в голове, что звал ее и Артура на загадочный Авалон с их раннего детства. Вернувшись в королевство, доложив об увиденном, все, кто крутили пальцем у виска, замолкли. Среди Ордена Колпаков появились первые люди, что увидели в лице Кай не просто принцессу, а пророка, ведь именно она первой заговорила об исходе людей. С этого момента постепенно власть пророчицы Кай будет крепнуть, а радикализм Ордена Красных Колпаков воспылает в Красное Братство, где некогда скептичные умы станут верующими фанатиками. Так авторы пытаются показать, как наука уступает вере в критические и безнадежные моменты истории. В ближайшем будущем сэр Эстер помогает основать Красную Церковь, дабы
выпустить нарастающую силу культа в нужное русло. Об этом нам повествует как множество разбросанных библий Красного Братства на острове, так и сама пророчица Кай лично, но и следующий кинотаф Эсгар, преданный защитник пророчицы Кай, сражался с разоряющей страну Красной Смертью и помог основать Красную Церковь и островную лечебницу. Во времена отчаяния его преданность спасла бесчисленные жизни, дославится его память и доживет его имя в веках. Примечательно, что сама Кай явно говорит нам про сэра Эстера, абсолютно те же факты, что и описаны в данном кинотафе. При этом памятник посвящен уже некому Эсгару, и мы делаем вывод, что либо ошибку в имени допускает разработчик, либо локализатор, ибо речь идет явно об одной и той же персоне. Но как так получилось, что времена исхода людей минули как 600 лет, а сестра Артура является нам в квесте Красной Смерти живая и здоровая? Тут я подниму неочевидную вещь. Ранее мы говорили в первой главе, что сюжет игры — это огромная аллюзия на подвиг во имя Белой Дамы. Но романтизма в этой истории не будет, если в подвиге отсутствует соизмеримый по масштабам рыцарский обет, ограничивающий действия героев. Так вот, в мире Tainted Grail обещания, вера и клятвы священны настолько, что их невозможно нарушить никак. Дав слово единожды, вы уже не сможете вернуть его назад и станете заложником собственных речей. Таким образом, когда Красное Братство возвело пророчицу Кай в свое околобожество, она приняла эту роль, чтобы руководить культом, и он не натворил бед, чем и привязала свое существование к слепой вере поклонников. И пока молитвы последнего верующего не утихнут, Кай продолжит жить. Ровно таким же заложником является и божество пакостей и пропаж, которое мы встречаем в одном из склепов на кладбище Рогов Юга, где оно прямо заявляет о том, что длительность его жизни прямо пропорциональна количеству почитателей. Тем не менее, человечество начинает готовиться к своему исходу. Но так ли легко было сесть на корабли и просто уплыть? Несравненно тяжело расставаться с родиной, однако есть еще один отягчающий фактор – восстание принца Артура. О нем не говорится прямо, поэтому читаем между строк. Сам Артур не раз упоминает, что империя его отца основана на чуждых принцу кровопролитиях, междоусобицах, предательствах и интригах, которых он пытался избежать в основании своего собственного королевства на острове. А отсутствие положительных отзывов о своем отце дает понять, между ними явно была какая-то напряженка. Тут же вспоминаем историю с Геральдикой. Артур не наследует герб отца, что в реалиях средневековых ценностей выглядит очень дерзко и неприемлемо. Забегая вперед, мы знаем, что на Авалон прибудет несколько фракций людей Артура. Войско Камлана во главе с рыцарями Круглого Стола, племена далриатцев и друиды. Но вот нарастает вопрос, а как неспособные к мирной жизни дикари-язычники, добродетельные рыцари и гонимые ЧСВ друиды оказались под одним парусом? Похоже, что король Артур унаследовал трон ввиду переворота. Вполне логично, сражаясь с препятствующим исходу людей королем-отцом и его войском. И вы можете спросить, почему? Давайте включим логику. Артур нам описывает отца как жадного до власти человека, годами добивавшегося тоталитарной власти всеми возможными методами. А теперь представьте, что вы такой король, и ко двору является ваша дочь, что слышит голоса в голове и по трое суток не спит из-за кошмаров. В панике заявляю, что все должны плыть неведомо куда, а твоя власть, что ты годами культивировал, рухнет в одночасье. Как думаете, есть ли причина тряски? О, еще какая! Королю просто невыгодно терять власть, и логично, что он будет пытаться пресечь массовый побег, чем бы его зачинщики не руководствовались. Поэтому Артур вполне мог искать военной мощи на стороне изгоев государства в лице дикарей и друидов для поддержания восстания, обещая в знак благодарности мир и спасение на острове. Так или иначе, все наши герои совместно с друидами, варварами и рыцарями, спасаясь от чумы, сели по итогу на корабли и отправились в путь, в окутанные туманом земли. Во главе флота людей стоит флагманский корабль короля Артура, который называется Сарас. Ему посвящено целое дополнение игры. DLC не выкупило больше половины игравших пользователей, опираясь на отзывы, что мне совсем непонятно, ведь там очень много жирных отсылок и ответов на ключевые вопросы. А дабы не быть голословным, как вам такое? В дополнении мы узнаем, что в числе экипажа Сараса был некий Иосиф. Там он выглядит как безумный старик с лицом Дави Джонса, и если вы не касались легенд об Артуре, это имя вам мало о чем скажет.
Однако оно очень и очень важное. В Артуриане это имя носит святой, что якобы привез в земли Британии христианские реликвии, копье Лонгина и чашу Грааля. Поэтому наличие аналога Иосифа Аримафейского нам как бы говорит, что святой Грааль, чаша с кровью Христовой, камень преткновения целой серии, был привезен именно с земли отцов на Авалон и изначально был у людей. Но почему это так важно? Как тогда его потеряли и чем именно является святой Грааль в серии? Почему он по итогу оскверненный? Об этом я расскажу в следующих частях лора. Подпишись на канал и следи за рекомендациями, поставь лайк, чтобы я видел, сколько людей ждет продолжения и стоит ли его выпускать. И спасибо, что досмотрел до конца. Пока-пока.